Дорогие зрители канала Беседы о Царстве Божьем, здравствуйте! Сегодня я вновь приглашаю вас на такую маленькую кухню, созданную у нас в студии. Здесь, как вы видите, есть разные продукты. И сегодня мы немножко поговорим о последних днях. На самом деле, в Библии, конечно, описываются последние дни, то, что катаклизмы всякие произойдут в эти дни, что нам не миновать этих дней, поскольку мир, в котором мы живем, не является миром добра, что на пути пересечения добра и зла, в конце концов, нам не избежать борьбы между добром и злом, которая приведет нас к окончательной победе добра, окончательной победе Божьих сил. Но так как мы не знаем, чего нас ждет, по крайней мере, такая вещь, как электричество, которое повсеместно сейчас присутствует в наших домах, вода, еда, тепло, все это может быть, а может и исчезнуть в какой-то прекрасный день. И это не обязательно может произойти только лишь с концом света. Достаточно просто выключить рубильник, достаточно произойти какой-то аварии, достаточно какой-то мелочевки случиться, типа падения метеорита, мы сразу почувствуем, как велика поддерживающая сила цивилизации, которая вокруг нас была и которую мы не замечали, которые, может быть, иногда не были так сильно благодарны. Итак, достаточно какой-то произойти серьезной аварии, и мы попадем реально в пещерные доисторические условия ситуации. Что нам тогда понадобится? Прежде всего, нам нужен воздух. О воздухе отдельный разговор. Воздух нам нужен, и мы без него не проживем и 3 минут. Дальше нам нужна вода. Без воды нам тоже не жить. Поэтому в каждом доме про запас должна иметься, может быть, не сама вода, но хотя бы фильтр, который позволит нам ее очистить из тех источников, которые могут быть вокруг нас. А эти источники не всегда могут быть чистыми. Нам нужна чистая вода. Есть очень хорошие осмотические фильтры, которые небольшие по размеру, которые благодаря своему промыванию, благодаря своим микропорам, современным технологиям, могут действительно помочь нам очистить воду от многих нежелательных вещей, вплоть до каких-то болезнетворных микробов. Но мы, как видите, пользуемся обычным кувшинчиком, и этого достаточно. По крайней мере, сейчас для семьи этого достаточно. Какие еще нам нужны вещи в случае непредвиденной опасности для нашей семьи, для нашего дома, для нашей жизни? Нам понадобятся запасы. Запасы, которые запасают наши мамы, бабушки, дедушки некоторые, которые мы можем привезти с дачи. Самые разные припасы, которые могут нам помочь. Да и просто, может быть, консервы, которые мы купим. Я их сразу отложу в сторону, потому что как обращаться с консервами, каждый из нас знает. Это вещи простые и не очень интересные. А сейчас мы покажем, как можно сделать, даже, может быть, в простых условиях, пищу, которая будет одновременно питательной, одновременно вкусной, постараемся сделать ее, и одновременно нам не понадобится этой пищи много.
потому что очень важный момент, чтобы пищи нам хватало. Вот. И опять же мы ссылаемся на тех микробов, которые обитают в нашем кишечнике. Мы надеемся на них, мы даем им пробиотики, мы даем им вещества, которые смогут запустить нашу кишечную микрофлору, так, чтобы она вырабатывала для нас необходимые нам для жизни элементы. Витамины, полный состав, и белки, жиры, углеводы, все, что нам необходимо. Но загружаем мы туда, конечно, прежде всего какие-нибудь естественные продукты, растительные, возможно, продукты. Вот сегодня у нас будет два блюда, которые можно приготовить из простой гречки. Гречневая крупа, даже не продел. Вот. В условиях пещерного неолита мы можем использовать вот такую вот вещь. Ступку и пестик. Я не знаю, насколько это быстрая история. Взять и перетереть вот этой ступкой и пестиком достаточное количество крупы. Для этого нужно упираться, быть аккуратным. Ну вот, и поработать. Может быть, так поработать полчасика придется для того, чтобы переработать вот этот вот пакетик. Слава богу, у нас еще не выключили электричество, поэтому вещи, которые нам послужат совершенно первобытной ситуации, мы отставим в сторону, а возьмем более современную вещь, такую как блендер. Блендер совершенно незаменимая вещь для всех тех, кто пытается питаться здоровой жизнью и сыроедчески. Вот, например, из той же самой гречки мы попробуем на блендере сделать сначала соленые блюда, а потом одно. Нужно быть аккуратным всегда. Сейчас у нас был повернут этот вертушок, и я не усмотрел этого момента. Итак, блендер помогает размельчить все, что угодно, вот, все то, что мы в него подаем. Можно туда овощи класть, и мельчить их в жидкости какой-то, в воде или в молоке, там, я не знаю, в чем захотим. Вот. А можно просто сухие, вот как видите, я крупу насыпал. Вот. Так как у нас блюдо будет соленым, мы можем добавить туда немного приправы. Вот это приправа, которая на самом деле представляет смесь самых разных перцев и так далее. То есть приправа для супа, которая не содержит ни соли, ни глутамата, натрия, естественно. Вот. Все. Этого достаточно для того, чтобы сделать, допустим, на одного человека порцию. Это будет даже не одна порция, а будет даже сразу несколько порций, и вполне можно наесться с половины пачки гречки. Больше, в принципе, человек, наверное, не съест. Вот. Но для того, чтобы сделать ее совершенно вкусной, действительно, и полезной, и питательной, мне, например, очень нравится кислая капуста. Она содержит, опять же, молочно-кислые бактерии. Вот. Те бактерии, которые мы туда сами заложим со своих собственных рук, когда ее готовим. Вот, содержит эти бактерии, плюс еще, оздоравливает наш кишечник, и плюс еще она хорошо хранится. Вот, она прокисшая бывает и перекисшая, но тем не менее она вполне съедобна. Вот такую капусту. Дальше в капусту добавляем подсолнечное масло, не рафинированное, естественно.
я удивляюсь, как получается, что рафинированное масло, для которого, по идее, больше труда нужно, стоит в магазине дешевле, чем нерафинированное. Или оно не из этого состоит дело. Вот, после этого мы, как видите, сыпем непосредственно эту самую гречку в капусту. Для того, кому такое блюдо покажется слишком суховатым, тут может добавить либо воды, либо вообще эту гречку заварить. Но мне, например, нравится вот такой вариант. Просто перемешивается капуста, перемешивается с гречкой, масло и все. И это можно подавать на стол. Ну, достаточно питательное и вкусное блюдо. Вот. А что касается теперь сладких блюд. Для сладкого блюда мы делаем все точно так же, но немножко по-другому, с другими ингредиентами. Ту же самую гречку берем и размалываем. Размалываем ту же самую гречку. Но уже на этот раз добавим туда самых разных вещей для сладкого блюда. Я буду использовать из сухих ингредиентов, буду использовать приправы. Тут вот пакетики корица молотая, дальше имбирь молотый, черный перец. Все это мы можем использовать. Мне лично нравятся больше травы средней полосы, допустим, тот же самый тысячелистник, зверобой, другие вещи. А это вот тоже такие вот ягоды, сушеные черноплодки. Все это вместе можно положить и через тот же блендер перемешать. И, кстати, пока не забыл, в это же блюдо первым делом пойдутся жидкие ингредиенты, а именно свекла. Так как это у нас сыроедческое блюдо, оно должно быть хотя бы немного здоровым. Поэтому берем совершенно сырую свеклу и берем ее на средней терке, не самой крупной, чтобы она была более-менее удобоваримой. Берем эту свеклу, которая будет для нас и пробиотиком заодно, источником пищевых волокон и всего другого очень полезного и ценного для нас. Вот, в это же блюдо у нас добавим мы, почему бы не поэкспериментировать, добавим туда, это мед. Добавим туда вот это вот меда. Пару-тройку ложек. Дальше вот такое вот варенье, которое тоже не особенно пользуется популярностью, поэтому куда-то его нужно девать. А теперь уже туда, после того, как мы все это положили, желательно, конечно, добавить и тех приправ, про которые я говорил. Вот, например, на этот раз мы возьмем и добавим туда и корицу в небольшом количестве. А может быть и в большом даже. Так вот, корицы добавим как следует. Вот. Почему такой акцент на приправах? Дело в том, что мы, люди современные, это у нас черный перец пошел. Мы люди современные, достаточно достаточно рафинированной пищей питаемся. Поэтому
Чего не хватает нам, соответственно, так это натуральных каких-то микроэлементов, которые мы можем достать, будучи кушая пищу, в которой достаточно приправ. Самые разные приправы. Более того, приправы дают возможность человеку насытиться. Когда пища достаточно вкусная, вот, а может быть достаточно даже острая, то человек много ее есть не будет. Вот, и очень быстро насытится. Ну, горькое, сладкое, оно очень хорошо сочетается. Мы знаем, что вот шоколадная плитка, она идет на ура. Вот, потому что там сладкое и горькое как раз в одном флаконе подается. Но шоколадная плитка это не единственное исключение, поэтому в любой пище, сочетая горькое со сладким, мы получим желаемый результат. Мы получим достаточно вкусные блюда. Я все перемешиваю, то, что жидкое, то, что у нас приправное. Вот, все это перемешивается. Туда высыпаем гречку смело, с нашими ягодами, с нашим травой, которую мы туда положили. И дальше, для того, чтобы эта субстанция имела какой-то... Ну, в данный момент мы муку не используем. Можно для этого добавлять жареную муку. Мука, ее можно обычную пшеничную муку пожарить, перемешать, допустим, с маслом, вот, и такую муку, из такой муки лепить потом те пирожные, которые я буду показывать. Вот, но сейчас я не буду добавлять муку непосредственно пшеничную, а вот обычный геркулес, туда немного орехов арахиса. Вот, и получится у нас такое комбинированное сладкое блюдо, которое я, честно, не представляю, как оно будет на вкус, но оно должно быть, по крайней мере, полезным. Вот такой геркулес у нас с орехами. Ну, будь времени побольше, можно было бы его прожарить, тогда бы он приобрел специфичный запах. Очень здорово пахнет геркулес, обжаренный с теми же орехами. Это все получается очень дешево. Отличительная черта пищи здоровой, ну, с моей точки зрения, то, что она должна быть достаточно дешевой. То есть, чем дешевле пища, тем, значит, меньше ее касалась рука человека, тем ближе она к полю. Ну, это не касается, конечно, ГМО продуктов, которые дешевые не потому, что они близки к природе. Все, я не буду долго. Главное нам показать основные принципы. Вот у нас по основным принципам получилась вот такая вот теория. Не знаю, наверное, тут всего хватает. Потом берем мытую руку, свою собственную левую, и запускаем ее в эту тарелку. Вот. И тщательно перемешиваем. Тщательно перемешиваем все это, то, что там находится, делая такую достаточно вязкую должна быть масса, из которой мы впоследствии можем сформировать уже наши пирожные. Я не взял тарелки, на которые эти пирожные можно положить. Ну, мы возьмем вот эту тарелку для примера. Вот еще тарелка. Тут все просто. Берем, перемешиваем и вкладываем в эту пищу немножечко своего собственного сердца,
Потому что без сердца пища может действительно вызвать серьезное отравление. Вот. Вот так вот перемешали, вот такая масса, с которой можно уже лепить вот то, что нам нужно, любую форму. Ну, чаще всего это будут кругляшки такие. Ну, запах, да, специфичный получается. Он и имбиря, и перец, все то, что мы туда добавили, все это вместе благоухает, плюс еще мед, который дает нам вот такой вот кругляшок получается. Мы из них делаем сколько захотим. Со временем гречка и наша овес, они впитывают в себя жидкость. Ну и кругляшок получается такой более-менее оформленный, который можно уже кушать. Хотите сейчас, хотите через день-два, он все еще не испортится. Ну, сахар является консервантом в данном случае. Так, чтобы это все не было отравой. Ну, сколько хранится, лучше, конечно, есть любую пищу более-менее свежей. То есть день, два, три, и все, и хватит. Все. На сегодня я показал вам два блюда на случай какой-то непредвиденной ситуации, когда нам придется бороться за выживание. Вот таких вот кругляшков. И блюдо соленое у нас получилось второе. Одно сладкое и соленое блюдо. Вот, мы можем вполне такими вещами и, конечно же, здоровой чистой водой мы можем вполне прожить вот, и до лучших времен. Вот это все. Спасибо большое. До новых встреч на канале Беседы о Царстве Божьем.